Меня зовут Евгений Черный. Я отвечаю за диджитал направление в компании Vogue, которая уже больше 20 лет на рынке, является национальным оператором и лидером в категории продажи топлива. К вам пришли, наверное, года 2,5 назад. Уже был продукт, существовал, но история вот такова, что при разработке того продукта были постоянные проблемы с процессами. Сам продукт был далеко не идеален, накопилось много проблем, и нужно было по самому продукту их нужно было решать. И когда мы познакомились с компанией, с ребятами из Брандера, мы как-то оперативно нашли общий язык. Мы поняли, что мы долго искали, то есть это не было какое-то решение, это точно не было тендерным решением уже на тот момент. Мы пересмотрели, познакомились с многими командами и киевскими, потому что мы находимся сами в Киеве, и не только киевскими, различными, иногда даже общались с зарубежными компаниями. Но как-то вот сложилось, как сложилось, мы нашли общий язык и начали работать, и поняли, что это вот тот механизм, тот винтик, которого нам не хватало, потому что у нас часть, которая отвечает еще за разработку, находится еще и в Луцке. И у нас как бы вроде казалось, что сам процесс сложный, но по факту команда смогла сложить этот процесс, при том, что центральный офис Киев, бэкэнд Луцк, фронт Харьков. И мы со временем наладили и процессы, и вот не знаю, как это сказать, отточили, наверное, эти процессы, когда они стали просто как на конвейер. И как только отточили эти процессы и поставили их на такой себе конвейер, соответственно, и продукт начал преображаться, он стал лучше, ушли все постоянные какие-то проблемы и моменты, которые видны клиенту, ушли внутренние моменты по самому коду, и на сегодняшний день этот продукт, который доведен до ума разума, общими силами, общими какими-то идеями, доработками и всем остальным, является лидером тоже в категории, с самыми высокими оценками, является самым передовым и инновационным. И все, что вот мы делаем в такой совместной связке, мы делаем первыми на рынке в категории АЗС, все остальные зачастую повторяют за нами или пробуют повторить уже после нас по истечении какого-то времени. Получили, наверное, основное — это слаженный процесс, то есть если раньше это было с утра до вечера, это были какие-то больше муки и потуги, то сейчас кажется, что даже появилось слишком много иногда свободного времени, потому что процессы все хорошо построены, соответственно, туда не нужно вникать, на это не нужно тратить уйму времени, все решается быстро, оперативно, благо сегодня есть все конференции, Zoom и все остальное, все можно оперативно решить и закрыть все вопросы. Соответственно, мы получили процесс, мы получили качественный продукт, и с этим продуктом продолжаем дальше работать, развивать, пытаемся интегрировать новые идеи. Как-то так. Трудности — это этап перехода, наверное, первичный, потому что всегда сложнее забирать какую-то уже готовую часть, готовый продукт, часть работы, которая была сделана кем-то другим. И вот этот переходной период был самым тяжелым, потому что новая команда должна была понять, там было все тоже довольно сложно и непросто. И это основной такой момент. Все, что было в последующем, скорее больше дотачивание до вот этого идеала после переходного периода. Честно говоря, ничего. Мы за вот эти 2,5 года у нас было много изменений, были и разные люди менялись, и проекты менялись, и разработчики менялись, но при этом процесс это как-то глобально не ломало, то есть где-то оно скорее только улучшало, и сказать, что сейчас есть что-то лучше, наверное, нет. Или как минимум мы не видим это. Колоссальные, вот в том числе сейчас в Харькове для обсуждения глобальных изменений и тех инноваций и стратегий, которые мы хотим внедрить совместно. Поэтому раскрывать все карты не можем, но хотим полностью преобразить и зайти на рынок с чем-то еще более удивительным для клиентов. Да, 100% рекомендую.
Ну, по оценке, конечно, это 5 баллов, потому что мы пока не видим даже альтернативы тому, что есть сейчас у нас на данный момент.